Их было 44 хэтчбеков Audi RS3 первого поколения. Один из немногих автомобилей, способных бороться с седаном Mitsubishi Lancer Evolution на скользких покрытиях. Но Evo больше нету, а RS3 новая. И я буду называть ее только Audi RS3 Evolution 2. Сейчас объясню почему. За рулем RS3 каждый может почувствовать себя раллистом, причем гонщиком старой школы, и протянуть хэтчбэк по дуге в силовой манере, под тягой, со скольжением почти с прямыми колесами. Примерно так ехали легендарные купе Audi Quattro S1 раллийной группы B. Но, конечно, RS3 куда послушнее. Здесь не нужно быть рерхом, можно просто Вовой. Заехать в скользкий поворот на Audi не просто, а очень просто. Чуть отклоняем руль, добавляем тяги и тащим машину исключительно газом, слегка подправляя траекторию рулем. Отличное поведение. Именно поэтому я и сравниваю ее с Evo. Там тоже все было предельно просто и естественно. Но вот какая штука, на Evo все это достигалось механическим путем, хитроумными дифференциалами, шестереночками. И логика изменения поведения машины в повороте была очень естественная. А здесь все-таки нет-нет, да и проявится эта андрогинная природа полного привода. Ведь здесь муфта и электроника перераспределяет крутящие моменты. Но нельзя не признать, что делает она это очень умело. Да, это достойный последователь первого поколения RS3, которая, помнится, тоже была очень хороша на скользких покрытиях. Но не скольжениями едиными. С Audi можно спокойно жить каждый день. Здесь удобные салоны, просторный багажник и мотор. 367 сил. Да, в этом маленьком хэтчбеке почти столько же, сколько было в BMW M5 пару поколений назад. И послушайте звук. Хлопки, аплодисменты при смене передач. Браво семиступенчатому роботу, коробка и впрямь достойна только аплодисментов. А личное спасибо от меня инженерам за пассивные амортизаторы. Как хорошо, что здесь нет этих бесконечных режимов комфорт, спорт и спорт плюс. Вариант только один, и он единственно правильный, потому что RS3 достаточно плотно и на гоночной трассе, но не вытрясает душу даже на московских дорогах, асфальт с которых сошел вместе со снегом. Если тут минусы, на первый взгляд и не найти, но если оглядеться, сейчас покажу. Посмотрите, красивые кресла, правда? Но вот эти массивные валики боковых поддержек нельзя свести, и для меня они широковаты. Думаю, что на асфальте, когда поперечные ускорения будут велики, либо я буду падать на пассажира, либо он на меня. Это минус. Хотя, а что если со мной поедет пассажирка? Мне надо еще это обдумать. Но год назад преемником эволюции я назвал вот этот автомобиль с длинным именем BMW M135i X-Drive. За год единичка пережила рестайлинг, теперь у нее огромные задние фонари, а мощность рядной шестерки микроскопически увеличили до 326 лошадиных сил. Но главное, этот автомобиль по-прежнему прекрасен в скольжениях, хотя есть пара нюансов. Поставить BMW на дугу скользкого поворота, пожалуй, даже проще, чем Audi, потому что в ответ на увеличение тяги она еще резче уходит в занос. И это неудивительно, ведь единичка изначально заднеприводный автомобиль, и муфта подключает у нее передние колеса. Отсюда и эта вертлявость под тягой. У BMW, как и год назад, отличный силовой агрегат. Шестерка красиво поет на низах, раскрывается ближе к средним оборотам, но тяги хватает везде и всегда. Классический автомат позволяет очень точно и мягко регулировать тягу. Но что они сделали с электроусилителем руля? Смотрите,
Когда автомобиль пускаешь в скольжение, он сам стремится стабилизировать его. Руль не остается в нужном положении, а пытается скорректировать угол заноса. И это очень сбивает с толку, когда входишь на дугу поворота. В результате ровно вести машину по дуге не так-то и просто без привычки. Ты то уходишь круче, то распрямляешься. На Audi это делать проще. Но если не поддаваться на провокации электроусилителя, а направлять машину рулем туда, куда вы хотите ехать, то единичка по-прежнему прекрасна. Да, это достойный продолжатель дела эволюции. Но теперь у нее есть и достойная подруга в этом деле. Я все про Audi RS3. Несмотря на принципиальную разницу в распределении момента, Audi ведь изначально у нас переднеприводная, едут машины очень похожи. Если бы не электроусилитель, сбивающий с толку. Но все равно вести BMW по извилистой дороге скольжения — это кайф. Еще бы более цепкие шины. А второй нюанс связан с плавностью хода. У BMW как раз те самые пресловутые электронно управляемые амортизаторы, но работают они в худших традициях крупных автомобилей компании, подчас жестко замыкаясь на больших неровностях. Раньше такого не было. Но в остальном, что BMW, что Audi — это настоящий праздник непослушания с выключенной системой стабилизации. И судить, кто из них лучше, нужно не по сумме экспертных баллов, а по вашему внутреннему ощущению за рулем. Что до меня, да черт возьми, мне комфортно и там, и здесь.